Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно рада я приветствовать в этом видео козерогов, так как это будет июньский прогноз для них. Давайте посмотрим, что же готовит вам июнь, какой будет общая атмосфера этого месяца, что ждет в работе, в финансах, в личной жизни, ну и, конечно, совет предостережения. У нас будет одна общая позиция для всех. Поэтому, уважаемые козероги, устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее, выбирать ничего не нужно. Начиная с общей атмосферы наступившего месяца, давайте посмотрим, каким будет июнь для вас. Мудрым, хитрым. Будут решаться финансовые вопросы, связанные с имуществом, с чем-то материальным таким. И от чего-то вам предстоит избавиться. Проблема в том, что вас окружают не совсем честные, не совсем искренние люди. Те персоны, с которыми вы решаете материальные и финансовые вопросы, они хитры. Они лукавы, они меркантильны. И, скорее всего, вам предстоит с ними проститься, либо же как-то навести порядок в ваших взаимоотношениях. Да, совершенно верно, через диалог будет получена важная информация и будут решены важные вопросы. Дело в том, что вы здесь не проиграете, как бы хитры ни были эти люди, как бы мудрые, хитрые они не были, как бы ни были они корыстные, вы все равно останетесь при своем. Карты рыбы говорят о том, что, вы знаете, свою золотую рыбку вы, безусловно, конечно же, поймаете. Давайте посмотрим, где же прячутся эти хитрецы. Сфера работы. А в работе как раз и прячутся. Вот она, верховная жрица, хитрая дама, которая лукавит, которая затягивает течение разных ваших дел и реализацию ваших планов. Но я не могу сказать, что она в конечном итоге как-то повлияет на ваше состояние, на ваше мироощущение, мировосприятие. Вы очень самодостаточны. Вы знаете, как нужно, а как не нужно. Несмотря на то, что у вас будут все-таки переживания, какие-то иллюзии, фантазии, страхи, ваша позиция, она здесь так или иначе стабильна. Хотя из-за этой хитрой особы вы можете упустить какие-то шансы, какие-то выгодные проекты, какую-то прибыль и так далее. Давайте посмотрим, что ждет в сфере финансов уважаемых козерогов. Финансы есть, все хорошо, все спокойно, стабильно, но идут они к вам несколько медленнее, чем хотелось бы. Вас уже не устраивает тот уровень заработка, тот уровень прибыли, который вы имеете. Есть затраты, есть расходы на удовольствие, на заботу о себе. Каких-то крупных потерь я не вижу. Здесь только лишь вы в работе можете упустить какие-то шансы из-за того, что есть вот эта вот хитрая лисица, хитрая змея, которая как-то плетет козни. В целом в финансовой сфере все стабильно. Просто единственный момент, из-за того, что вы предпочитаете себе ни в чем не отказывать, вы предпочитаете заботиться о себе в полной мере, удовлетворять свои потребности, удовольствия, вас не в полной мере будет устраивать уровень вашего дохода, будет хотеться больше. Хотя абсолютно не исключаю, что мужская фигура будет способствовать тому, чтобы ваши желания исполнялись, да, то есть некий такой спонсор, да, то есть волшебник-маг, который исполняет ваши желания, такой человек, мужчина, который вас любит и старается вам угодить. Давайте посмотрим, что же в любви, в личной жизни. Так, ну, если вы были с кем-то в ссоре, обязательно помиритесь. Шестерка кубков – это такая очень благоприятная история, благополучная. Новый виток в отношениях. В первую очередь нужно отметить, что новых людей в июне
у вас не появится. Вся эта история уже с тем человеком, который в вашей жизни, в вашем окружении присутствует. Как правило, здесь примирение после ссоры, возобновление какого-то общения, если были паузы. Для тех, у кого не было ни пауз, ни ссор, здесь, знаете, такая история, которая берет свое начало достаточно давно и тянется в будущее. Но на некий такой новый уровень вы выйдете. Правда, здесь обойдется не без выяснения отношений. Вот эта метла, которая у нас в сигнификаторах, она здесь же 5 мечей у нас показывается. Это, знаете, такая ситуация, когда нужно расставить точки над «и». Когда разговоры приобретают такую вот напряженную нотку, напряженный оттенок. Но у вас, благодаря вот этому разговору, вот этой дискуссии, будет шанс на то, чтобы вырулить ваши отношения в то русло, в которое вам нужно. Потому что чувство здесь есть, любовь здесь есть, и сколько бы вы ни ссорились, вы все равно будете мириться. Такое ощущение, что здесь у большинства примирение после ссоры, выход на новый уровень, и тут вы вот споткнулись. Один хочет так, другой хочет иначе, только помирились и опять поссорились. Но, тем не менее, никуда вы друг от друга не денетесь, есть любовь, есть чувства, есть шансы на то, чтобы двигаться вперед. Посмотрите, все тузы сплошные. Развитие ваших отношений однозначно грядет. И нужно сказать, что вы, женщина, здесь являетесь тем... не то что локомотивом, катализатором, а той движущей силой, да, и тем руководителем, идейным мотиватором, идейным вдохновителем, который будет вести ваши отношения туда, куда вам нужно. А ведете вы, к счастью, ваши отношения. Все так, как нужно, все хорошо. Давайте теперь посмотрим совет, к чему стремиться козерогам в июне. Вы знаете, здесь все-таки ради партнерства, ради сохранения партнерства, будь то деловые какие-то отношения, будь то личные отношения, важно уметь где-то уступить и посмотреть на все происходящее под другим углом, с другого ракурса. Все-таки партнерские отношения вам нужны и в сфере работы, и в личной жизни. Важно стремиться к стабильности, к тому, чтобы была стабильность. Поэтому данная метла, она отыгрывается не так, чтобы в рабочей сфере там разорвать отношения с кем-то, а чтобы навести в этих отношениях порядок. Просто дать понять этой верховной жрице, что я знаю, что ты лукавишь, да, то есть перевернуть ситуацию с ног на голову, переиграть ее, дать ей понять, что не одна такая хитрая, есть еще люди хитрее нее, и вас обхитрить не так-то просто. То же самое в сфере отношений. Важно понимать, что вы нужны друг другу, и нужно уметь уступать для того, чтобы иметь вот эту вот стабильную почву под ногами. Уметь подстроиться, да, двойка пентаклей, это, знаете, умение лавировать. А чего остерегаться нужно? Чего козерогам остерегаться в июне? Предложения, которые будут вам поступать, новости, которые будут вам поступать, они будут хитрыми. Карта дьявол. Но это то, с чего начинается наш расклад. Лукавство, змея, дьявол, пентакли, мыши, это все про деньги, это про финансовые какие-то махинации. Любое предложение, которое связано с деньгами, рассматривайте под микроскопом. И нельзя здесь попустительски, нельзя здесь необдуманно, по-детски подходить к всем вопросам. Иначе, вы знаете, рискуете, ну, как что это у нас, мультфильм, фильм про Буратино, да, когда дурачку наврали, да, вот этому Буратино несмышленному, и он поверил, он оказался в дураках. Поэтому очень важно, смотрите, девятка жезлов, основываться на том опыте, на тех знаниях, которые вы уже имеете, для того, чтобы не наступить на те же грабли в дальнейшем. Возможно, уже подобный опыт у вас был, и стоит его вспомнить. Поэтому будьте осторожны, будьте внимательны. Хитрые люди в вашем окружении есть, но важно правильно суметь поставить их на место. В целом, месяц для вас неплохой, все у вас получится. Никакие хитрости, никакие козни на ваше благополучие никак не повлияют. Знаете,
что партнерство вам обеспечено, знаете, что есть люди, которые готовы вас поддерживать и вам помогать. И главным таким человеком является, судя по всему, ваш избранник, ваш спутник, потому что десятка кубков – это в первую очередь любовный романтический союз, который весьма гармоничен, либо стремится таким стать. Вот такой получился у нас прогноз для козерогов на июнь. Я благодарю всех за просмотр, буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи с вами в новых видео.